Михалыча в нашем поселке знал каждый, старик был лучшим пчеловодом в округе. Огромная пасека, которой он занимался вместе с женой, располагалась недалеко от села. Семейный бизнес приносил довольно неплохие деньги. И вот как-то заметил старик, что кто-то повадился разорять его пасеку. Решил он, что надо вычислить разбойника и наказать. Так что придется в засаде и какое-то время посидеть, сказал он жене. Михалыч еще днем соорудил в укромном месте шалаш, перетащил туда все необходимое и, как только начало смеркаться, отправился дожидаться злодея. Первая ночь не дала никаких результатов, так и просидел он в своем укрытии, никого не дождавшись, только замерз и не выспался. Вторую ночь он опять сидел в засаде, под утро начало клонить в сон, как вдруг со стороны леса нарисовалось небольшое бурое пятно. Оно приближалось к пасеке, значит, не зря он тут 2 ночи мерз. Да это же медведь, только маленький, только этого не хватало, подумал Михалыч. Ну надо же, нашел, где метком на халяву полакомиться можно. Пасечник пошумел немного и, услышав шум, медвежонок убежал в лес. Надо что-то придумать, он нам так всю пасеку разорит, а то еще и маму приведет, тогда совсем плохо будет, жаловался Михалыч супруге. Долго советоваться не пришлось. Нюра предложила подкармливать медвежонка медом, может, он тогда и проказничать не будет. Стали они оставлять для медвежонка кусочки меда в сотах. Маленький воришка приходил периодически, но на пасеку больше не лез и ульев не разорял. Он долго вылизывал чашку из-под меда, кряхтел и громко чавкал. Вдоволь наевшись, он уходил в лес, довольный и сытый. Мама так и не появилась. Из этого факта семья сделала вывод, что матери у медвежонка нет, вот он и рыщет везде в поисках еды. Так и продолжалось какое-то время, пока не наступила осень, а за ней и зима. Медвежонок перестал приходить за угощением, видимо, залег в берлогу. А весной к ним на пасеку пришел уже не медвежонок, а молодой медведь. Так появился у них Михаил Иванович, такое имя дали медведю. Нюра продолжала подкармливать Косолапова. Он быстро подрос и окреп на сытной домашней еде. Теперь он с завидным постоянством наведывался на пасеку за угощением и был ее своеобразным охранником. Супруги перестали его бояться. Вел он себя достойно, вполне по-дружески. Брал только то, что ему предназначалось, не разбойничал и не хулиганил. Между людьми и зверем установились вполне дипломатичные отношения. Пожилые, но сильные старики решили еще больше увеличить оборот своей продукции. Дополнительно установили несколько десятков ульев и наняли помощника. Но Нюра и Михалыч доверились не тому человеку. Их новый работник оказался продажным и решил навести на пенсионеров городских рэкетиров. И вскоре бандиты подъехали к пасеке на 2 машинах. Иван Михалыч встретил их по-доброму, решив, что они приехали купить мед. Но рэкетиры сразу заявили, что будут собирать со стариков деньги. За определенную сумму в месяц они обещали защищать их бизнес от настоящих бандитов. Михалыч пошутил, что кроме них он тут больше никого не видел. Но вымогатели обозначили, что выбора у пчеловодов нет, или платить, или попрощаться с пасекой, которую пообещали жечь вместе с пчелами. Через 3 дня рэкетиры собирались вернуться, чтобы взять деньги за полгода вперед. Супруги начали думать, что же им делать. Нюра предложила обратиться в полицию. Но Иван понимал, что там ничего сделать не смогут. Не будут же полицейские целыми днями охранять их пасеку, чтобы защитить от бандитов. Тем более, что устроить пожар можно было с легкостью. Хватило бы пары литров бензина и одной маленькой спички. И Михалыч понял, что действовать придется самостоятельно. В доме был небольшой арсенал оружия, так как Михалыч был заядлым охотником. Решили они, что сами смогут защитить себя и свое добро. Вымогатели приехали через 3 дня, как и собирались. Вот только навстречу им так никто и не вышел. Старики засели на чердаке с охотничьим ружьем, откуда за всем наблюдали. Бандиты начали звать хозяев и требовать деньги. В противном случае пообещали забрать все, что им приглянется, а затем приехать еще раз, чтобы взыскать проценты за долг. Но им никто не ответил. Михалыч уже держал их на прицеле. Тогда главарь велел остальным заходить внутрь. И тут помощь к старикам пришла неожиданно, откуда они совсем не ожидали.
Не успели бандиты сделать и пару шагов по направлению к дому, как вдруг откуда-то из леса выскочил медведь, который был в бешенстве и выглядел еще более агрессивным, чем вся эта бандитская свора. Он бежал к дому, круша на пути все: кусты, молодые деревья и даже забор, который упал, не выдержав его яростного натиска. Влетев во двор, медведь даже успел на бегу отшвырнуть в сторону одного из бандитов. Потом он встал на задние лапы и двинулся на обидчиков, широко раскрыв пасть и показав свои огромные зубы. Куда только делась наглость крутых бандитов. Михаил Иванович, передвигаясь на задних лапах, всей своей свирепой массой двинулся на них. Медведь мотал головой, громко ревел и фыркал, обнажая свои яростные клыки. Бежать от медведя бесполезно, это знают все. Только попробуй покажи ему спину, и все, тебе конец. От неожиданности и страха нарушители остолбенели. Михаил Иванович налетел на главаря ракетиров, сбил его с ног. Слюна с клыков капала прямо на грудь незадачливому бандиту. Все остальные подельники бросились бежать, пока медведь был занят их предводителем. Следом с оружием из дома выскочили Михалыч и Нюра. Они наставили на нерадивого грабителя ружье, а потом крепко его связали до прихода полиции. Медведь еще немного потоптался во дворе, взял немного фруктов в подарок и скрылся в лесу с чувством выполненного долга. Сегодня он спас не только свои кормовые угодья, но и своих друзей-пасечников. Животные, в отличие от людей, помнят добро и всегда готовы отплатить тем же. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.